Установка счетчиков Яндекс.Метрики, Google Analytics, Live Internet, пикселей ВКонтакте, Facebook, онлайн-консультантов, пушей и всего остального делается очень легко и без плагинов, если вы создали дочернюю тему. Дочерние темы мы с вами научились создавать в предыдущем видео, рекомендую посмотреть. Основная идея отказа от лишних плагинов состоит в том, что каждый новый плагин добавляет вам дыр безопасности, может сливать ваши данные, не говоря уже о тонне ненужных настроек. Иногда плагины дублируют функционал друг друга и начинают конфликтовать, поэтому нет плагинов, нет проблем. Напомню, что этим способом можно установить счетчики, пиксели, онлайн-консультанты, пуш-уведомления, коды подтверждений. Все это одним словом обычно называют теги, и поэтому лучше установить единую систему управления тегами. Самое известное — это Google Tag Manager. Главное преимущество такого подхода состоят в том, что все эти ваши теги будут упакованы в единый JavaScript файл, который будет запускаться с серверов Google асинхронно, не замедляя ваш сайт. Дополнительно там можно настроить кучу всего, есть различные триггеры активации тегов по времени, просмотру, глубине и так далее. Сейчас на этом не буду подробно останавливаться. Тегами мы будем уже управлять через Google, и поэтому нам не надо каждый раз лазить на сайт и что-то менять, если вы вдруг решите добавить или удалить какой-либо счетчик. Главный минус такого подхода — это то, что код Google Tag Manager будет блокироваться примерно у 2% пользователей. А именно у тех, у кого стоят различные непопулярные блокировщики рекламы, браузеры с функцией Do Not Track и прочие блокировщики. Проблему можно решить параллельно установкой Яндекс.Метрики и Google Tag Manager, если для вас эти 2% важны, так как обычно буржуйские блокировщики метрику не блочат. Еще в связи с асинхронной загрузкой не будут учитываться переходы, когда пользователь закрывает сайт раньше, чем успевает загрузиться страница. Давайте перейдем к установке. Для этого откроем редактор тем. Убедимся, что у нас выбрана дочерняя тема. Перейдем в файл functions.php и добавим код. Ссылка на код будет в описании под видео. В этом коде нам надо создать новую функцию. Назовем ее как вздумается, но лучше так, чтобы это было понятно. И далее в это место нужно вставить наш код. Давайте я быстренько сгоняю в Google Tag Manager и создам новый аккаунт. Установка Google Tag Manager подразумевает два кусочка кода, один из которых нужно добавить в head, а в другой в body. Давайте скопируем код, который для head, и вставим его в нашу функцию. После того, как мы объявили новую функцию, давайте скопируем ее название, и у нас идет дальше add action, который говорит нам, что в файл wp-head нужно вставить нашу функцию, и здесь идет приоритет от 0 до 100. Это если у вас много таких действий, то вы можете выбрать, в каком порядке они будут вставляться. Давайте я теперь вставлю вторую часть нашего кода Google Tag Manager. Назовем ее похожим образом. Вставим вторую часть нашего кода. Скопируем название. Изменим приоритет. И укажем файл, в который надо вставить. wp-footer — это обычно все, что входит в body. Давайте обновим наш файл, а точнее functions.php, и пойдем проверять. Проверять обычно следует не только главную страницу, но и
на каждом типе страниц. Это главная, запись, страница, рубрика, тег и страница 404. Давайте перейдем в исходный код, это Ctrl-U, и поищем наш Google Tag Manager. Вот мы видим, что у нас открылся head, и вот у нас head закрылся. И в head у нас попала первая часть нашего кода. Далее идем вниз, и внизу мы видим еще одну часть Google Tag Manager, которая попала в body. Теперь давайте еще один важный нюанс. Когда вы только создали Google Tag Manager, вам нужно опубликовать контейнер, иначе вот эта ссылка будет 404, она пустая. То есть вы создали пустой контейнер, и если он не опубликован, то его нет. Давайте я быстренько создам новый счетчик. Добавим новый тег. Для Яндекс.Метрики выбираем пользовательский HTML. И триггеры, где будет активирован этот тег, нам нужно, чтобы он был на всех страницах. И после того, как вы добавили тег, обязательно жмем «Отправить», чтобы опубликовать наш контейнер. И теперь давайте проверим, что у нас получилось. Перейдем на главную, вызовем консоль и перезагрузим страницу Ctrl F5 со сбросом кэша. И что мы здесь видим? У нас загружается тема. Вот у нас загружается Google Tag Manager, дает код 200. После того, как код Google Tag Manager загрузился, то ниже у нас вот видим Яндекс.ру. Яндекс.ру, то есть счетчик сработал. Вот веб-визор за нами начинает следить. Давайте перейдем в какую-нибудь страницу и проверим еще там. Код есть. Код есть. А что у нас творится в консоли? Ага, вот у нас GTM. И вот ниже пошла Яндекс.Метрика. Давайте убедимся, что также сама метрика адекватно работает. Для этого мы просто вот тут вот на проверку нажмем, чтобы простучать наш счетчик. У меня сайт закрыт в режим обслуживания и отдает 503 ошибку всем незалогиненным пользователям. Вот. Для этого снимем режим обслуживания. И проверим еще раз. Вот, отлично. Сервис простукивает сайт и видит счетчик. В следующем видео я расскажу вам подробнее про конструктор страницы Elementor, как с ним работать и его главные преимущества и недостатки перед классической установкой темы из маркета. Подписывайтесь, ставьте лайки, увидимся в следующем видео.